После череды тизеров российский бренд Aurus представил серийную версию кроссовера «Комендант». Презентация состоялась в музее гаража особого назначения на ВДНХ в Москве. Автомобиль создан на основе единой модульной платформы. Его выпуск будет осуществляться на заводе Aurus в особой экономической зоне Елабуга. Первоначально презентация этой модели должна была состояться весной 2019 года, однако срок несколько раз сдвигали. И в итоге машину впервые публично показали 29 сентября. Новинка названа в честь комендантской башни Московского Кремля, и изначально предполагалось, что именно кроссовер станет самой востребованной и массовой моделью. Aurus Комендант имеет отраслевой индекс 4124 и построен на той же единой модульной платформе ИМП, что седан Сенат и мелкосерийный минивэн Арсенал. Кроссовер оказался самым коротким в семействе. Его длина 5380 мм на 252 мм меньше, чем у Сената, а колесная база в 3100 мм на 200 мм короче. Ширина 2004 мм, высота 1820 мм. То есть по своим габаритам Комендант сопоставим с автомобилями Rolls-Royce Cullinan, Cadillac Escalade и Mercedes Maybach GLS. Как сообщают в компании, локализация Коменданта составляет 70%. У компании более 100 российских поставщиков, а также партнеры из санкционно устойчивых регионов. Новинку предложат в 9 цветах кузова, включая 3 новых, и в 7 вариантах расцветки интерьера. Также предусмотрена персонализация. Невзирая на внешнее сходство с седаном, Комендант имеет другие панели передней части кузова. Фары и даже капот у кроссовера свои. Стандартные колеса 20-дюймовые, а салон кроссовера в целом такой же, как и у седана. Передняя панель, руль, приборы, классический селектор автомата, кнопки и рукоятки – все унифицировано. Автомобиль оснащен полным приводом и гибридной силовой электроустановкой мощностью 598 лошадиных сил и 880 ньютон-метров крутящего момента. В ее состав входит двигатель V8 объем 4,4 литра с 2 турбинами. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. От Сената Комендант отличается наличием пневмоподвески, у Сената она пружинная, и наличием подрулевых лепестков для переключения передач вручную. Дорожный просвет в стандартном положении составляет 230 мм, но его можно уменьшить до 215 мм, а во внедорожном режиме увеличить до 260 мм. Объявлены и динамические характеристики. Разгон до 100 км в час составит 6,5 секунды, а максимальная скорость достигает 220 км в час. Прогресс в части электронных систем тоже есть. В списке оборудования упоминается автоматизированная система помощи водителю ADAS, то есть можно рассчитывать на автопилот начального уровня. Кроссовер имеет двухрядный салон, но будут версии как с трехместным задним диваном, так и с раздельными креслами. Трансформация заднего ряда не предусмотрена. У всех комендантов сложить спинки для увеличения багажника нельзя. Двум VIP-пассажирам доступны регулировки, отдельные зоны климат-контроля, раскладные столики, отсек для напитков и пара мониторов. Передним пассажирам положены подогревы, вентиляция, встроенный массаж, амбиентная подсветка, беспроводная зарядка и подстаканники с подогревом и охлаждением. Выпуск новинки будут вести на заводе Aurus в Елабуге, Татарстан. Внедорожник намерены собирать по индивидуальным заказам на одной линии седан. Прием заказов на Aurus Комендант открыт у дилеров с 29 сентября. Полноценный старт коммерческих продаж намечен на первый квартал 2023 года. Интересно, что стоимость Коменданта оказалась дешевле Сената. Он стоит от 33 миллионов 700 тысяч рублей. Седан сейчас стоит минимум 36 миллионов 600 тысяч рублей. Как вы считаете, сколько кроссоверов Aurus Комендант компании удастся продать? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, где каждый день публикуются новости. А чтобы не теряться, советую подписаться на мой Яндекс.Дзен и группу ВКонтакте. В описании закрепленном комментарии я оставлю ссылку, чтобы вы не пропускали новые видео и были в курсе последних событий автоиндустрии.